Говорят, если долго смотреть в бездну, она посмотрит в тебя. А если слишком тщательно придумывать своего персонажа, он начнет отвечать тебе в чате. Привет, я Мила. Бывало ли у вас такое, садитесь рисовать персонажа и уже точно знаете, каким он должен быть? Ну вот прям картинка в голове, эмоция, поза, настроение, а потом оп, и получается совсем другое. Хотели легкую улыбку, а он смотрит нахмуренно. Хотели нежную позу, а вышла дерзкая. И вы сидите такие: эй, подожди, я же не это задумывал. И тут у нас два варианта. Либо я плохой художник, либо персонаж реально живет своей жизнью. Как будто говорит: нет-нет, я не буду так стоять, это вообще не в моем характере. И вы такие: ну ладно, уговорил. И знаете что? Это не случайность. Иногда персонажи действительно начинают оживать. Да-да, звучит странно, но потерпите, скоро объясню, почему так происходит. Придется поговорить, как мозг играет с нами в странные игры. Спойлер, он нас обманывает, неправду говорит чаще, чем конченый бывшей подруге. I'm telling mother. Но пока держите мысль, ваш персонаж может быть умнее, чем вам кажется. Не знаю, как у вас, но у меня это вызывает одновременно и легкое раздражение, и какой-то восторг. Будто у них, персонажей, есть свой характер, привычки и даже плохие дни. Они перестают быть набором линий и реплик и начинают ощущаться как личности. Сегодня мы разберем, почему художники чувствуют, что их герои оживают, как рождается эффект живого персонажа, откуда берется это ощущение и почему, черт возьми, мы потом скучаем по ним, как наша подруга по своему бывшему, который оставил в ее хате грязный носок. Так что наливайте чай, доставайте планшеты с перьями, картинки ваших персонажей. Давайте разберемся все вместе, как они могут влиять на нас сильнее, чем мы на них. Ладно, давайте по-честному. Ощущение, что персонаж живет своей жизнью, это не... Сейчас опять разрушу кому-то чудо и магию. Не канал про искусство, а разоблачение мифов какое-то. Ничего святого во мне, ни веры в магию, ни в Бога. В общем, у этой фиговины есть простое объяснение. Мозг. А мозг, зараза, обожает находить закономерности. Вот прям кайфует. Увидел 3 одинаковых кусочка и сложил из них целую картину. Так и с персонажами. Когда мы раз за разом повторяем у героя одни и те же черты, выражение лица, позы, стиль речи или одежды, мозг фиксирует это, как правило, его поведение. И теперь стоит попробовать заставить его улыбнуться по-другому, и мозг такой: стоп, он так не делает, ты вообще автор или где? Have you ever had a dream that you do? А теперь внимание. Как только это произошло, персонаж начинает работать как живой человек. Вы уже заранее знаете, он не скажет вот так, не посмотрит вот так и точно не сделает вот так. Узнаете? Это как со знакомым человеком. Ну, типа, вы знаете, что одна подруга никогда не скажет «How do you do, fellow kids?», а другая «Ой, у тебя великолепная прическа, сис». И вот так же с персонажами. У них появляются свои рамки поведения. Решили, что ваш вспыльчивый персонаж должен смиренно сидеть в углу? Ну, удачи. Мозг уже прописал ему характер. Этот будет визжать и махать руками, а кискас у него, иначе не верю. А теперь вспомните детство. Воображаемые друзья, разговоры с игрушками, ощущение, что плюшевый заяц обиделся. Да-да, мозг ребенка делает то же самое, что и наш. Только теперь вместо зайца персонаж в истории. И вот тут самое интересное. Мозг сам подсказывает нам, что герой сделает или скажет в сюжете. И прикол в том, чем больше деталей мы вбрасываем в героя, типа жестов, привычек, стиля одежды, реакций, тем самостоятельнее он себя ведет. И вот перед нами целая личность, с которой мы иногда спорим, как с настоящим человеком. Поэтому, когда кажется, что персонаж живой, это не иллюзия, но и не магия. Это результат нашей работы и воображения. Мы его сами собрали, и теперь он ведет себя как настоящий. И дело не в таланте свыше и не в магических сущностях, что управляют руками творцов. Просто художник сам чуть-чуть влюбляется во всех своих персонажей и думает:
How you doing? Вот этот у меня чувствительный милаш-шутник. Тот зацикленный на внешности красавец-флиртун. Это суровая воительница с боевыми топорами, а та резвая хулиганка с синяками и так далее. И в каждой картинке характеры и эмоции героев проскальзывают. И, конечно, зрители это чувствуют. Им кажется, будто они знают этого героя, что повторяется из картинки в картинку, как старого знакомого. И вот за это люди и влюбляются в арты и вселенные художников, так же, как и сами художники. И знаете, что самое удивительное? Этот эффект встречается не только у художников. Актеры тоже часто делятся похожими ощущениями, когда сценарий написан на основе их знакомой вселенной. Книги, игры, комикса и так далее. И они порой говорят: «Нет, мой герой никогда бы так не поступил», или «Он бы сказал совсем другое». И актер начинает спорить с режиссером, пробует менять реплики, потому что внутри у него живет уже не текст, а настоящий человек. И это похоже, будто персонаж из истории берет тело актера в аренду. Но в актерстве все немного сложнее, чем когда ты создаешь все, вообще весь мир один. Там два человека могут играть одну и ту же роль и при тех же самых репликах создать абсолютно два разных персонажа. И они оба, эти актера, будут чувствовать персонажа. Он будет жить в каждом из них, но он будет разный. И плюс еще режиссер героя тоже видит по-своему. Поэтому там вообще вечные споры, кто правильнее чувствует образ. В общем, там все сложно. Мы сейчас не об этом. Писатели. Писатели рассказывают о том же. Многие признаются, они садились за роман с четким планом. Начало, финал, даже кульминация заранее расписана. Но потом персонажи вдруг отказываются подчиняться. Они будто поворачивают историю в другую сторону. You're Ally Larder. I'm Beyonce. I am Beyonce always. Not this time. Yes, I am. Вот пример от Стивена Кинга, от которого, меня лично реально пробирает. В своей книге о писательстве он рассказывает, как должна была закончиться «Мизери». Он говорит, Энни, которая одержимая фанатка Пола Шелдона, по его первоначальной задумке должна была сделать обложку его романа из его кожи. И у нас бы получился вот такой вот мрачняк, где автор буквально стает частью своего произведения. Но, к огромному удивлению Кинга, как он рассказывает, Пол Шелдон начал сопротивляться. История перестала развиваться по его заданному плану. Он описывает это как момент, когда персонаж будто взял власть и проявил непредвиденную волю к выживанию. В советах Кинг говорит, что иногда персонажи ведут себя не по плану автора, и лучше довериться этому и следовать за ними. Именно это, по его словам, и спасло «Мизери» от слишком мрачного финала. Хотя, честно сказать, когда я узнала, каким финал задумывался изначально, то немного расстроилась. Боже, это же гениально! Фанатка похищает любимого автора, заставляет переписать финал ее любимой серии и в конце делает из него обложку для книги. Звучит трагично и мощно. Люблю такой мрак. Но когда читала «Мизери», то, конечно, я хотела, чтобы Полу удалось спастись. Так что я бы точно загрустила из такого финала тоже. Но как концепцию я считаю, что по первой задумке он был прям очень крутым и громким. Вернемся к художникам. У нас это проявляется, совсем наглядно. Садишься рисовать портрет и думаешь, сделаю сейчас легкую улыбку, чтобы герой выглядел мягко и дружелюбно. Но вдруг уголок губ выходит не нежным, а насмешливым. И вот уже герой смотрит с дерзкой искрой. И вы понимаете, изменить невозможно. Это не ошибка, это его лицо. И знаете, в этом есть что-то криповое. Ты начинаешь разговаривать со своим же героем как с живым человеком. Иногда даже споришь. И самое смешное, когда он выигрывает. Вроде вы творите, а вроде и нет. И вот это ощущение до жопы жуткое, что ты не один, что за тобой наблюдают, что на холсте или внутри текста есть кто-то живой, и вы вместе создаете историю. И раз уж я заговорила про крепоту, не могу не вспомнить один случай. У меня есть новелла, которую я недавно решила переписать, потому что много моментов там мне уже не нравится.
Она написана была уже довольно давно, и вот когда я ее закончила и забыла, спустя год или два мне приснился какой-то жуткий сон. Типа я шла ночью домой, остановилась возле какого-то ларька с овощами и фруктами, там рядом с ним горел единственный фонарь на улице, и продавца не было, но я почему-то решила подождать. И внезапно сзади, со стороны дороги, ко мне кто-то подходит и берет за предплечье. Я поворачиваюсь и вижу какого-то парня, которого не могу узнать. Он слегка тянет меня на себя, а я не могу ничего сказать, только пытаюсь удержаться на месте. И вдруг он выдает: «Не забывай меня, ладно? Не забывай меня». И в этот момент я узнаю в нем своего персонажа из той истории. И меня охватывает такой ужас, что я тут же просыпаюсь. Сердце колотилось так бешено, что казалось, что я могу отключиться обратно, только уже от страха. Некоторые могли бы спросить, а ужас-то в чем? Круто же увидеть своего персонажа живьем, хоть и во сне. А я скажу вам, это было до усрачки жутко осознать, хоть и во сне, что человек, которого ты придумал, оказался реальным. Еще у меня с детства были навязчивые грезы, так что я уже тогда писала разные истории, но я всегда разделяла реальный мир и вымышленный, поэтому психологических проблем из-за этого никаких не возникало. Просто казалось, будто я постоянно нахожусь в каком-то процессе работы над какой-то историей, которую пишу. Сейчас иногда бывает сложно с концентрацией, потому что порой в голове возникает диалог между персонажами или какая-то сложная сцена, которую нужно досмотреть или дослушать, чтобы понять, важна она для сюжета или нет. И из-за этого я знаю своих персонажей куда глубже, чем они описаны в новеллах, пьесах и сценариях. Просто потому, что в голове постоянно крутятся куча диалогов, сцен, альтернативных линий с ними, которые даже никогда не попадут на холст или в сценарий. Поэтому, пожалуй, у меня очень редко персонажи действуют не по плану, хотя порой такое тоже случается. Через пару мгновений расскажу об этом. Я думаю, искусство — это не только про технику, это про связь между нами и персонажами, между нами и историей. И пусть это все придумано, ощущается оно так, будто существует параллельный мир рядом. И мы просто записываем или зарисовываем его историю, проникаясь героями, их судьбами, сопереживая им, радуясь, страдая вместе с ними. Так что быть художником — это не только рисую красиво, это еще и договариваюсь с воображаемыми личностями, которые слишком живые, чтобы быть просто цветными кляксами на холсте. Это как люди, которые разговаривают с растениями. Только наши персонажи еще и огрызаются. You're sitting in my spot. Why is it your spot? It's complicated, just move. Так где граница между воображаемым и живым? Это мы придумываем сюжет или сюжет придумывает нас? Знаете, в чем секрет? Персонажи начинают казаться живыми не потому, что рука дрогнула или линия легла не туда. Нет, они оживают, потому что мы вкладываем в них себя, эмоции, опыт, страхи и даже мечты, о которых вслух, может быть, и никогда бы не признались. Чем дольше мы работаем с персонажем, тем меньше он ощущается как наша придумка. Он будто отделяется от нас, выходит за границы листа или экрана и начинает вести себя так, будто у него есть реально собственная воля. Звучит фантастически. Да, но признайтесь честно, у кого-то наверняка уже такое было. И вот история, про которую я упоминала. У меня в Webtoon есть парочка главных героев, из которых одна довольно своенравная женщина-человек, и другой очень старый мужчина-вампир. Скажем так, он родился еще до нашей эры, минус 4 года от нашей эры. В Webtoon он довольно терпеливый с этой героиней. Знаете, он старик, и ему уже все понятно в этом мире, поэтому на ее скандалы и прихоти он обычно вздыхает и выполняет все, что она хочет, лишь бы поспокойнее была его жизнь. Кстати, на экране фрейм именно с ним грустит немного от выходок этой героини. И какое-то время назад мне пришло в голову записать несколько сцен в формате «А что, если бы они познакомились с подростками?» Такая себе экстра,
Не факт, что она вообще когда-то появится в нарисованном виде, возможно, только в виде новеллы, которую я скину в телегу. Кстати, я не особо в роликах вообще говорю про свой телеграм, постоянно забываю, а потом уже лень вставлять. Так что, раз вспомнила, приходите, подписывайтесь, буду очень рада каждому из вас. Я там кидаю свой комикс, иногда випы, полноценные арты, а также скетчи и спидпейнты, которых вообще нигде нет, кроме телеги. Вот так. Так вот, начала я писать эту экстру, и эти двое, когда я хочу написать какую-то спокойную или романтическую сцену, начинают сраться. Я уже устала переписывать их скандалы. У меня порой возникает ощущение, будто я заставляю их быть дружелюбнее друг с другом, чем они есть на самом деле. Ну, типа, они очень нравятся друг другу, но никак не могут найти общий язык. Потому что будущий спокойный дядя подростком был совсем неспокойным. No, Uncle Lucius, I don't want to play in the laundry room. My emotions! My emotions! А будущая моя тетя, в принципе, женщина с очень горячей кровью. И вот я хотела написать экстру буквально с парой драматических скандалов, но больше с таким флафным настроением. А в итоге поняла, что им нужно, гораздо больше времени, чтобы добраться до этого самого флафа и перестать друг друга бесить. Так что я перестала сталкивать их лбами, как тех собак из мема, и стала как-то поспокойнее. И вот мне хочется задать вам вопрос. У вас бывало такое, что персонажи отказывались что-то говорить или делать, или наоборот вдруг делали что-то, чего вы от них вообще не ожидали? А может, в артах вы планировали нарисовать одну эмоцию, а в итоге персонаж словно сам вынуждал нарисовать другую? Напишите об этом в комментариях. Мне реально интересно почитать ваши истории, узнать вообще о ваших персонажах. Можно не кратко. Я уверена, что почти у каждого из вас был хотя бы один такой случай, когда герой вдруг переставал быть просто картинкой и стал чем-то большим. Если у вас пока такого не было, поверьте, оно обязательно произойдет, если вы продолжите рисовать или писать. Спасибо, что досмотрели до конца. Для меня это очень ценно, что вы находите время не только смотреть, но и разделять со мной мысли о творчестве. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось. И, конечно же, не забывайте отдыхать и хорошо питаться. И пусть ваши персонажи всегда будут на вашей стороне. Ведь, возможно, они живут не только в нашем воображении. Па-па.